Получается, что было, пока я был в Google аутентификатор программе, то был черный экран, и было запрещено транслировать и зеркалить. То есть такие вот системы безопасности, что там, где пароли, оно даже никуда не передается, только человек, физически обладающий телефоном, может посмотреть. То есть если какой-то шпионский там внедрен и зеркалит весь экран, как только заходишь в пароли, то он блокируется автоматически. Это прикольно. Так, не успели мы посмотреть мобилку. Записал в память. Больше пикеров не будет. Супер. Итого по задаче. Переезд Windows Linux в доках. Документы привязаны к факту. Смерджен в main. Дверя в HostGuard закрыта. Среда выставлена по схеме. Один незакрытый момент, просто чтобы ты знал, несрочно я сделал CMD, по-прежнему описывает код owner защиту гейта как включенную, хотя на репо она фактически не enforced. Он не читает, что я ему диктую, он меня игнорирует. Ты можешь проверить, что у меня там в истории есть в начале approve, 6 минут назад, и только после этого апрува у тебя появилась еще одна галочка, которая позволила тебе смерджиться. Просто я быстро был там, и я заапрувил до того, как завершились все проверки. И мой аппрув уже подтянулся в историю еще до завершения CI-ки, поэтому, может быть, ты не читал историю внутри самого пиара и не увидел это, но защита включена, и, я считаю, что документ актуальный. Спасибо, что обратил мое внимание, да. Если я на что-то не ответил, то это очень важно, возвращаться и проговаривать мне какие-то вопросы, которые я там недоответил, недоуслышал. Спасибо тебе. Ты же все услышал, ты же все мне напишешь, да? Хорошо. Значит, второй мы назовем, а как они... сложились сильно. Мало тут места, да? Это отзеркаливание наше, да, его нельзя закрывать, а то закроется все. Сейчас проверю историю пиар. Да, давайте уже завершим это до результата SSP. Хотя давайте его уже вводить в курс дела. С какой он вовлеченностью будет работать efforts, где тут? Efforts. Я думаю, достаточно. Так, и его пускаем по быстрому ознакомлению с тем, что есть. И ему поручим пин схлопывание. При матче. Подтверждено, зафиксировано. Так. Задача по приведению доков плюс закрытие дыр завершена. И в main. Спасибо за поправку. Теперь картина точная. Так. Ему что поручим? Какие у меня там записки были? Хедер, надпись. Окей. Хедер. Надпись.
Давайте оттестируем, как сейчас. То есть есть у нас, допустим, email. Какой у нас сейчас email? Да, вроде бы этот. Он работает. Если я обновлю, то он новый создаст, да? Угу. Так. Ну, допустим, мы входим под новым имейлом. И вот тут вот съезжает надпись, да. Все по-прежнему так же. Как это описать и объяснить, что происходит? Наши тестовые данные, которые мы вводим. Постоянно хочет куда-то приклеиться. Смотри, какой визуальный, баг я обнаружил, когда есть регистрация пользователя, когда он только вводит email свой в поле ввода имейла iwaskidnapped.com, написано корректно, то есть оно находится в правильном, нужном месте, а после того, как уже появляется экран там, где введите пароль и подтвердите его, то он слишком приклеен к баг-репорту и к лупе. При этом, когда поднимается клавиатура, можно сказать, что я бы его опустил где-то на 3 пикселя ниже, а когда клавиатура опущена, то я бы его опустил ниже где-то на 15 пикселей. Вот. И я думаю, что вот это съезд туда и обратно, он должен происходить в течение 0,8 секунд. Сделай это, пожалуйста. Ну и как сделаешь, то накати это, пожалуйста, в АПК, сделай скриншот, а я уже увижу скриншот, и тогда я подхвачу и буду уже тестировать на устройстве. Так, это мы хедеру закидываем. Где у нас хедер? Хедер надпись. И мы закидываем пин схлопывания. Давайте посмотрим, что тут происходит. Ты знаешь, мне хочется, чтобы когда человек вводит второй пароль, как только они совпадают с первым, чтобы они соединялись в вот такую единую плашечку, когда можешь пример взять из пин-кода. То есть вот пин-код, когда правильно введен, то там работает все на unfocus. Но я бы хотел, чтобы триггером был не unfocus, а когда матчатся оба пароля, то собирается в единую плашку. Я хочу, чтобы эта функция, эта логика применялась одновременно и к пин-коду, и к паролю. Так, это закидываем сюда пин-код. Создаем еще одного Ubuntu. ls cd меня. Или там надо... Не, работает. То есть это он мне зря написал еще вот эти дополнительные знаки, так тоже работают. Хорошо. Значит, ну да, я же в Linux именно в самой строке работал. У меня операционной системы никогда не было.
Так. А что здесь? Клауды. Запускается ls. Он глянет, что там как. High efforts. Bypass режим. Да, нам все устраивает. И здесь я хочу хедер надписей. Хедер. Центр. Верстка. Налево. Подальше от лупы. Так, дадим ему поесть MD файл. Я не вижу нашего MD файла. Вот MD файлы. Прочитай, please, все, что там, и доки, на которые ссылается. Так, и сейчас ему надиктуем. В нашем приложении, когда вот я начинаю вводить пин-код, допустим, на экране там, где я ввожу пин-код, и там, где внутри приложения, то там наш хедер, он написан по центру и часто перекрывается другими, и часто перекрывается баг-репортом и перекрывается лупой. И мне это не нравится. Оно, непрофессионально смотрится. Оно должно быть, этот хедер, с сравнением налево, мне кажется. Сделай, пожалуйста, проверь все вкладки, то есть settings. Кстати, там, где файлы, это уже сделано сравнением налево. Там, где контакты, тоже равнение налево, это выглядит сильно аккуратно. Получается, settings и дом, home, они вот not consistent, не последовательно сделаны. Приведи, пожалуйста, это все в последовательность, чтобы равнение было налево. Так будет правильно. И в том числе, наверное, сразу там же files и contacts, они содержат обозначение free, оно кликабельное, и по нему можно перейти на подписку. Кстати, сейчас не кликабельно. То есть какие-то изменения у нас как-то не залились или не смерджились. Free, оно было кликабельным, и появлялась менюха, которая реализована в Settings, Upgrade to Pro. Реализуй, пожалуйста, вот эти вот правки. Тут шире нельзя сделать это окошко, да? Плюс 3 кликабельно. Ну да, оно как-то тут ограничено. Где мы можем полностью видеть, тоже обрезано, да? Еще больше обрезано. Ну ладно. Тогда сокращаем header.
left плюс free click. Окей. Так, и что еще мне там не нравится? Запустим еще одного агента. CD меня. Клауды. Ну вот да, как-то уже нарабатывается рука. Привыкаю это клацать. LS. Где тут MD-доки? Где тут MD-доки? Вот они. И сразу ему надиктуем, что там. Мне не до конца нравится, что restore purchases. Ну, у нас нету такого. Restore purchase del. В приложении нашем есть в настройках Restore Purchases, и я хочу, чтобы ты этот блок полностью удалил, а при клике по Free Plan должна быть такая же реакция, как Upgrade to Pro, то есть просто выбор вот этой менюхи. То есть весь этот блок, он должен быть кликабельным, и единая у него должна быть функция. Сделай, пожалуйста, это. Так, Restore Purge, да. Ну и давайте теперь смотреть, кто что сделал. Или давайте еще кому-нибудь что-нибудь дадим, чтобы они уже делали. Да, разрешение. Разрешение важно сделать. Открываем еще один. CD меня. Cloud. ls.md. Давайте так, чтобы там не выискивать среди всего. Нас конкретно md в этом файле интересует. Да. Почитай, родной, вот это вот. А мы тебе пока надиктуем, что надо сделать. В приложении есть разрешение, а на главном экране сейчас разрешение работает неправильно. То есть я кликаю на микрофон и Open Settings. Я не понимаю, вроде бы раньше как-то было, что в интерактивном режиме я выбираю. Сейчас меня перебрасывает в настройки. Поправь, пожалуйста, у нас было, смотри. У нас было, я тыкаю в камеру, и появляется на экране выбрать всегда, только сейчас или никогда. Я тыкаю выбрать только сейчас, и это срабатывает ложно-положительное, потому что у нас в документации и везде в предупреждениях написано, что надо выбирать разрешить всегда, а мы записываем, как будто бы это разрешение окей сработало. Это первое. Второе, ну, то есть надо добавить проверку, что только положительно отрабатывает, только если выбирает человек всегда. Второе, что я хочу. У нас есть разделение по блокам в выданных разрешениях. И я хочу, чтобы по такой же логике было разделение в секции, там, где уже разрешения выданы, потому что сейчас оно скопом, это неудобно. Я хочу такое же разделение по
такой же логики. И я не понимаю, почему микрофон. Раньше мы подтягивали какой-то API, по которому мы сразу стучимся, и пользователь сразу в окошке выбирает разрешить всегда. А сейчас перебрасывается куда-то в настройки, и человек сам должен выбрать, что ему делать. Это неудобно. Верни, пожалуйста, как было. Так, это новое у нас разрешение. Разрешения. И здесь ложноположительный. Второе, что у нас там? Микрофон. Микрофон неудобный выбор. Третье, что мы... Вторая секция, где уже есть разрешение визуальное разделение. Вроде все. Так, отобьем, чтобы видеть наглядненько. Ладно, еще так красоты наведем чуть-чуть. Давайте я сюда перенесу, чтобы было видно. Что я там делаю такого? Так, и я хочу ему надиктовать еще дополнительно, может быть, там по этой задаче что-то еще будет. Микрофон. Да, непонятно. Background apply. Hello. Окей. The app may be archived. Вот это вот некрасивое. Там, где написано The app may be archived, там есть у нас еще дополнительное поясняющее окно, поп-ап, в котором вставлен скриншот. И этот скриншот по левой стороне вставлен корректно, но у него не задана ширина. И получается, что он уехал за экран направо. И я буквально могу прочесть только remove perm и unused. То есть надо, чтобы картинка была ограничена по ширине и вписана в наш поп-ап. Ну, по левой стороне классно, по правой стороне тоже ограничение по баттону, по красной кнопке по правой стороне. Так, и вот это еще ему накинем сюда. И пусть он думает. И давайте посмотрим, что там у нас есть. Header. Готово, фикс. Теперь про APK и скриншот. Я тут должен сказать, собрать APK и снять скриншот с этой Linux машины я не могу. На нет. На Windows машине в папке проекта хватит. Git checkout. Чтобы я знал, числа 3.15 взял абсолютный сдвиг вниз. Выйдешь на устройстве. Подготовил. Я бы хотел, чтобы ты умел общаться с Windows. Я помню, я настраивал какую-то связку Windows с Linux. Windows видел командную строку Linux, и все это работало. То есть ты сейчас не можешь пробросить свои
связи на Windows и выполнить инструкцию по сборке АПК. Получается, мы плохо прописали техническую документацию, что ты по итогам изменения приложения накатываешь АПК, то есть мы это не доделали. Выговор, строгий выговор. Ну, это с ним мы просто делали документацию, поэтому я ему это и говорю, что это, ну, точная жесткая недоделка. Неприятненько. Ну, давайте почитаем виндовсовский, что ответил вот этот про АПК. Коротко, АПК — это моя работа Windows, не VSL-агента. Сборка АПК завязана на то, чего VSL не частично. Не согласен. Смотри будни веб-кодера. Так, инструкция для ИИ. Давайте я тоже сам воспользуюсь своей же инструкцией. Это будет быстрее всего. Я захожу сюда, тыкаю, перехожу по ссылке, копирую ее и спорю с ишкой. Здесь я поспешу с тобой не согласиться. Вот тебе пример, где я поднимал связку Windows, Linux, командная строка Windows, и все работало. То есть я хочу полную автоматизацию, чтобы полностью как раньше, если агент закончил разработку, то он сразу собирает АПК-шку. Что ты по этому поводу скажешь? Ну, я думаю, да, это из винды надо шевелить эти все вот процессы. Так что сейчас мы... Этот агент нам настраивал связку, перебрасывал наш проект из винды в Linux, поэтому он в курсе инфраструктуры. Я его специально не закрывал. По записям вы помните вот этот такой тройной раздел, который еще и не имеет возможности сдвигаться в сторону вообще. Не супер удобно. Так, сейчас посмотрим, как работает моя инструкция. Мы коротко просто забросили ссылку на открытый репозиторий в GitHub. Говорим, здесь поспешу с тобой не согласиться. Ты прав, и я был слишком осторожен. Стрендел, да? Слишком осторожен. Давай аргументирую уже в твою пользу, потому что механизм действительно есть. Ключевой факт, который я недооценил из VSL, можно напрямую вызывать Windows программы. PowerShell — это встроенный VSL интероп. Так, может сам запустить, но тяжелая часть выполняется как Windows процесс с Windows Android. Ну, какая мне разница? Вот это он слишком стриндел. Какого второго клауда не нужно, и USB IP тоже не нужен. Телефон остается на Windows USB. Видите, вот вам нужна IT-насмотренность вот такими вот стримами, чтобы он вам трындел, а вы такие: трындишь? Он так: поймал. У меня даже есть такие скриншоты, когда он говорит: поймал меня, да. Так, проверит. Проверка подтверждает. Полная автоматизация из VSL реально. Зовет 7D, ABD зовет. Значит, ты прав, VSL-агент может сам, без второго клауда и без меня, в конце разработки собрать, поставить АПК, просто выполнить сборку, посмотри, включен ли сейчас. Ну, все, я тогда это отправляю этому нашему умнику.
Так он уже сразу начал делать, после того, как я отказался принять у него, что это невозможно. Потому что мы в ESL2, оттуда есть интероп, можно запускать Windows бинарики, видеть диск Windows, если на Windows лежит копия репа, я могу собрать АПК. Ну да. Доступен, смонтирован, телефон подключен, картина ясна, фигачит. Ленится. Интеллект не хочет работать. Нужно ли где-то явно в сборке АПК написать, что, ну, привести в соответствие, что вот эти отговорки не катят, что это Linux, и что нельзя собрать, что здесь не установлено. То есть прописать четкий план, как собирается АПК сейчас. Могу тебе поручить эту задачу, чтобы ты это сейчас, ну, как освободишься, поправил эту документацию. И дай мне ссылку прямую на эту обновленную документацию, потому что я уже онбордил еще дополнительно там 3 или 4 агента, кроме тебя, и они все работают над кодом, они мне будут говорить то же самое, что это невозможно. Поэтому я им должен тоже скинуть обновленную документацию после того, как ты ее подготовишь, о том, что из Linux через Windows собирается АПК-шка и делается скриншот на мобильном. О, сделал скриншот. Отлично. Мой мальчик. Так, давайте посмотрим, что тут. Что мы ему поручали? Хедер, надпись. Для этого надо залогиниться. Чтобы залогиниться, используем активную одноразовую почту. Next. Так, header это не здесь, да? Header это другое. Но тут тоже ничего не сделано. Я не понимаю, что мы ему поручали. Sign out, да, sign out. Да, ну, сборку, во всяком случае, сделал. Ну да, наверное, надо 15 и 45. Пятнадцать и 45. Пробуем. Deploy APK APS уже существует, создан только что. Видимо, параллельный агент по этой же причине, по этой же задаче. Это законченный One Command Pipeline, чистка bundle, APK. Ну хорошо, значит, если кто-то другой уже накатил APK-шку, то, может, это не он это сделал. Я видел только один скриншот, на самом деле. Или обманывает, что только появилось. То, что они накидывают в непонятно куда, им надо дать папочку для работы. Давайте создадим им папочку для работы. Win, Ubuntu.
меня. Вот. Дадим контекст, о чем это мы рассказываем ему. Я создал специально отдельную папку. Напиши в SDLC, пожалуйста, что если нужно какие-то скрипты создавать, которые должны отрабатывать в винде, то прошу их накидывать вот туда вот в папочку. Ну и можно MDEX туда накидать инфо-файл, чтобы был какой-то справочник. Какой скрипт делает что. Не энциклопедия, а справочник, пожалуйста. Ну и получается тогда в проект-дизайне надо тоже внести, что вот такая вот папка на винде существует. По такому адресу. Так. Ну да, в принципе, это он накидывает ссылки, а не куски кода. Я вначале расстроился, думаю, вижу баш, и думаю, куски кода пишет. Ну, это мелочи. Тут я нормально воспринимаю. Ну, я бы не писал это, наверное, в Quick Start. Смотри, я тебя прошу не захламлять Quick Start, потому что это не тематически то, что ты туда написал. То есть, если что-то относится к SDLC, ты, пожалуйста, напиши в SDLC. А если что-то относится к сборке APK, то ты, пожалуйста, напиши в тот MD-файл, потому что в онбординге это просто ссылки на файлы, которые надо прочитать, и ты уже пиши в целевой, а ты накидываешь какой-то один и не тематический. Ты не прав, пожалуйста, так не делай. Вот так вот, да, так что надо следить, что они там пишут. Ну, конечно, когда 4-5 агентов, я вот, видите, одного могу отслеживать, и постоянно что-то я не согласен с ним, то есть надо как-то там... Ну, не то, что задницу подтирать, то есть он супер умный, он умнее меня, быстрее, чем 10 человек. То есть он супер классный, это просто научно-техническая революция, то, что сейчас происходит. Но я не согласен с теми действиями, которые он выполняет, с той логикой, как он строит документацию, а потом это нужно поддерживать, и мне это делать. А он неправильно это делает. Вот поэтому я его сразу перенаправляю. Так, все правки готовы, он говорит. Понял, канон для Windows скрипта папка такая-то. Даже справочник MD, да. SDLC Project Design, да. Deploy APK и справочник, там скрипт создан. Другой агент, я его сюда скопирую как канон, оригинал не удаляю без твоего слова. Да, оригинал замени на одну строку кода, в которой будет написано, что файл перенесен, и укажи путь, куда перенесен. То есть, если он запустит и ничего не произойдет, то чтобы, пусть вылезет какая-то ошибка
и в этой ошибке будет написано, что файл переехал туда, и в будущем все файлы записывать в ту папку, и там еще есть документ оглавления, которое надо заполнять. Туда зафиксирую. Сам скрипт создал другой агент, и я ему скопирую, что я об этом ему писал, чтобы он понимал контекст, на что я ответил. Ну, очень хорошо в байпас-режиме такое, то есть он что-то делает, и я на старое отвечаю, и ему постоянно есть работа. Но больше одного, видите, агента я не могу загрузить, потому что не успеваю. А если просто не читать, и такой дальше, фигня получается. То есть он явно делает логические простые ошибки, делает суперсложные вещи, которые... Ну, можно сказать, что мы вместе хорошая команда. Давайте скажем так. Мы вместе хорошая команда. У меня большое контекстное окно, у него классные супер навыки. Обновлю путь скрипта на Windows и добавлю, где он лежит. Принято, и ты прав. Quick Start должен быть только указателями на файлы, а тематику писать в целевой файл SDLC. В SDLC сборка APK в APK доку. Я зря раздул там секцию. Исправляю. В Quick Start оставлю короткий указатель. Детали в Device Testing MD. Заодно учту, что это правило, что за девайс, какого хрена он плодит документы Device Testing MD. Сначала перечитаю место в Project Design. Тут вычистил, хорошо. Ну, да, окей, если так надо, то хорошо. У нас уже был такой документ в разработке Device Testing MD. Ну, окей. Ну, он же в APK это тоже build and install APK. Супер. Да, тут указано, так что все хорошо. Ну, все, я спокоен. Да, вот это уже все правильно. Да. Ой, как он умничка, он это прописал сам в SDLC. Супер. Молодец. Понял за меня оригинал на заглушку, которая при запуске падает с понятной ошибкой. Файл переехал в... ну да. А то будут пользоваться старым, и кто-то забудет, там же положит. Они же как люди. Заглушка на месте. Делают, что проще, экономят ресурсы умственные. Умные. Так, структура репо, Windows скрипты, вне репо, машина локально, API, окей. Я пока не зацепился. Проверю напрямую список запусков и статус PR. Я прошел, был в очереди. Blocked это lag. GraphQL, память REST обновляется раньше, дожидаясь завершения. Ну, это мы опять выписываем вот это вот ядро. То есть вы видели, когда я написал ядро, я сразу создал там кучу агентов и каждому закинул по какой-то задаче, и уже бы просто смотрел, мелькнул экран, я смотрю, кто там закончил, смотрю, какая задача, смотрю документы, что там было детально написано, и проверяю. И говорю там доделать, переделать, еще что-то. А вот это вот
я к ним даже не лезу, потому что это было бы неправильно, допиливаем здесь. Ну, где-то вот так вот. Продолжаем сражение. Я записал видео, что финишная прямая. Я там сказал, что потом аккуратно, что, ну, это финишная прямая там по кодингу логики, и еще предстоят другие фронты по публикации, но что будут еще дополнительные вопросы по миграции из-за того, что я просто не мог разрабатывать, я что-то новое накатывал, у меня что-то падало, поэтому мне пришлось уйти в покрытие тестами, в инфраструктуру, в ограничивание искусственного интеллекта, чтобы они двигались четко по заданным рельсам, и когда я вот это вот все сгреб, дальнейшая разработка при таком количестве кода уже стала возможной. Вот, поэтому я был вынужден это сделать, хотя это, ну, такая просто кропотливая работа, не творческая, то есть это такое вот хвосты заносишь, но необходимая. Вот. Я надеюсь, как всегда, было полезно. Вот. Если что... Спасибо за лайки, спасибо за подписки. Рад общению в Телеграме. Спасибо за комменты. Я пока успеваю на все отвечать. Стараюсь вдумчиво отвечать. Кто-то там ответил, что искусственный интеллект ответил. Ну, я написал, что вот кожаные мешки, говорю, а кожаные мешки искусственный интеллект из-за политкорректности не написал бы про человека, потому что он не относится к кожаным мешкам. Только кожаный мешок может написать про кожаных мешков, что они кожаные мешки. Вот. Да, так что это я самостоятельно пишу ответы. Желаю вам финансового благополучия, создавайте IT-продукты единороги в долларах. Желаю вам удачи.